Всем привет! Уже второй месяц карантина идет, все надоело, в том числе и рисование, решили уборками заняться. И вот совершенно неожиданно для себя нашел вот такую капсулу времени. Это мои старые альбомы по рисованию по ИЗО из начальной школы. И вместе с ними я нашел еще вот такие карандашики восковые. Я ими вот там рисовал. В общем, сейчас покажу эти альбомы. Итак, вот они, два замечательных альбомчика мои. Перед тем, как мы откроем эти сокровища, кое-что хочу вам показать, чтобы вы не думали, что это какой-то развод. Вот тут написано, давайте, наверное, с обратной стороны посмотрим. Том и Джерри в древнем мире, издательство Махон, оформление 2000 год. Этот альбом, он вообще за 3 класс, и рисовал я в нем, наверное, году 2013, то есть, чуть-чуть попозже, чем производился этот альбом. Но мы начнем не с него, а с другого альбома, потому что вот этот альбом за 2 класс. Блин, какие же они милые. Та-дам! Естественно, поля, или как их там, короче, вы поняли, вот эта вся сторона чем-то вот таким вот непонятным зарисована, машинки. Естественно, мальчики все любят рисовать машинки. Не удивляйтесь, что у меня вот такие ровные кружочки получаются. Это все под трафаретную линейку обводилось, рисовалось. Но вот, собственно говоря, первый рисунок. Если я ничего не путаю, это альбом с 1 четверти 2 класса. И угадайте, кто это идет в школу. Вот это практически все карандаши, которые тут использовались. Кроме, наверное, зеленого. Человек-сосиска на самом деле у меня получился, можно так сказать. Но я объясню, почему так. У нас по ИЗО очень толковая учительница была, дай бог ей здоровья. Она учила нас рисовать фигуры по системе сарделек. То есть сначала рисовался каркас из таких вот кружочков, овальчиков вытянутых. Получалась сосисочная основа, и потом ее нужно было обтянуть. Просто я слишком в облипочку все это нарисовал. Но все равно свою 5 получил. Так, а вот этот рисунок сделан в технике рисования парафином. То есть сначала обводится каркас парафиновой свечой, можно восковую в принципе взять, и потом все подряд замулевывается краской. Надо будет как-нибудь на эту тему замутить туториал. Так, а вот это я уже вне урока рисовал. Очень любил всякие вот такие штуки панорамные. Кстати, тут очень глубокий сюжет, ребят. Можете прям поставить на паузу и поизучать. Понятно, почему тут у вертолета красный факел. То ли вертолет реактивный, то ли он решил картошку вот в этой машине пожарить. Лейс сделано с любовью. Интересно, какие ваши версии, пишите внизу. Еще мне нравятся здесь вот эти чувачки. Видимо, это какие-то рокеры, наверное. Ладно. Вот тут у нас посерьезнее рисунок. Это елочка, видно, в принципе, поэтому. И даже по сегодняшним меркам очень стильный рисунок. Если я правильно помню, мы тут именно елку рисовали на уроке. Но, естественно, для ребенка елка — это Новый год, подарки. Здесь, кроме моих любимых карандашиков, много чего еще нарисовано цветными ручками. Видимо, где-то у девчонок с класса пострелял. Так, но тут у нас еще одна работа из разряда войнухи. В то время еще фильма про трансформеры не было, но концепт-арты, как видите, уже тогда были. Здесь у нас опять деревья. Видимо, мы тему с деревьями проходили тогда. Сначала хвойные нарисовали, потом лиственные. Листиков тут, конечно, не хватает, но сам ствол мне нравится, он неплох. Какую-то такую форму коряги напоминает из фильмов ужасов. Мне нравится. А дальше вот здесь у нас, видимо, какой-то сказочный пейзаж. Тут тоже много чего интересного можно рассмотреть, но самое главное, что я хотел бы сказать, что почти у всех вот таких пейзажных рисунков у меня, да и в принципе у других детей, нет линейной перспективы. Это та штука, которая дает глубину пространству. До перспективы я дорасту чуть-чуть попозже. Но мы сейчас с вами идем дальше. И вот тут, к сожалению, отклеившийся рисунок вот такой. Ух ты! Это жар-птица. Если вот эти стрёмные горы убрать, то интересно получится. Этот рисунок мне тоже очень нравится. Вообще, конечно, все они мне нравятся, потому что ностальжи. Надо будет листья как-нибудь вклеить. Вот эта картина, она навеяна, наверное, моей мечтой об аквариуме. Очень уж в детстве мне хотелось рыбок.
Но как-то вот не сложилось, зато потом на моей первой работе был вот такой огромный аквариум, я сейчас фотку поставлю, он прям вот компенсировал мою детскую хотелку. Но здесь мне сложно что-то комментировать, какие-то узоры. Вот здесь опять идут пейзажи, все то же самое, в них не хватает линейной перспективы. Кстати, обратите внимание на мою фирменную стилистику рисования вот этих вот речек с помощью закорючек. В предыдущих работах это тоже было. Открывайся. Ну и в принципе альбомчик у нас к завершению подходит. Берегите бабочек, ребята. Теперь посмотрим на мой прогресс. Это был альбом за 2 класс. И теперь я хочу показать вам альбомчик за 3 класс. Посмотрим, изменилось что-то в нем или нет. Итак, альбом 3 класса. Антон Логвинов, 5 из 5, привет. Это, наверное, кувшинчик в стиле шамаханской царицы какой-то. Змеевидные отростки. Ну, неплохая тема. В принципе, тут особо прогресса не видно, сложно что-то комментировать. Смотрим дальше. Вот это, наверное, привет каналу РЕН-ТВ. А по поводу вот этого рисунка и тех, которые немножко попозже будут, я точно помню, что мы их рисовали с натуры. И, по-моему, это были фигурки с хохломской росписью. Да, вот на обратной стороне то же самое и что-то типа яиц Фаберже. На самом деле, вот этим работам не хватает очень теней, для того, чтобы они стали немножко пообъемнее. И вот этим яйцам тоже не хватает. По поводу вот этой работы я затрудняюсь что-то сказать, а рисунок на вот данном листочке — это работа для конкурса. Если я ничего не путаю, здесь нарисован Змей Горыныч и Илья Муромец. И он идет по мостику. Не помню, какое место я занял. Вообще, мои работы одними из лучших в классе были практически всегда. Но опять-таки, свою 5 я заслужил. Ну а дальше у нас идут рисунки уже с более серьезным техническим прогрессом в плане рисования. Видимо, тут мы уж изучили тему перспективы. Здесь нарисован скетч школьного нашего стадиона. Вы видите, что ребята здесь, они как бы более пропорциональны получились, чем в аналогичном рисунке, хотя здесь та же самая техника применялась, рисование. И еще мы можем увидеть здесь по перспективе кое-какие плюшки, то есть дорожка уходит вдаль, сужается ее ширина. И ребята, те, кто ближе, нам кажется больше, те, кто дальше, немножко поменьше. Ну, а вот этот рисунок, это, наверное, верх техничности всего предыдущего. Здесь и перспектива есть, и даже я вот тут тени от себя понадобавлял, конечно, очень так топорненько все это сделано. И тут еще, кстати, и цвета сложились, цветовая схема. Но иногда бывает, что вот такие техничные рисунки как-то не так смотрятся, как вот эта милота. Ну и теперь последние 2 работы. Ну, здесь у нас опять-таки тема перспективы, только уже в формате интерьера, надо будет тоже это дело вклеить. Но вот эта милота, она гораздо интереснее, чем все остальное. Понятное дело, что это я сам себя нарисовал. И, кстати, скорее всего, этот рисунок, он гораздо раньше нарисован, чем вот эти альбомчики. Наверное, это 1 класс или даже скорее садик. Не знаю, как он сюда завалился, но точно знаю, что я поставлю его на заставку для этого видео. И в конце давайте, наверное, еще прокручу немножко фотографий, как менялся мой уровень рисования вот с этого момента и последующие 20 лет до сегодняшнего дня. Приятного вам просмотра и пока!